Как же стать мастером Coral Club? Разберитесь вот с этой схемой. Главное количество, а качество само придет. И научиться внедрять триггеры продаж, отработать возражения, а то ваш энтузиазм может быстро подтухнуть. И сегодня я дам вам техническую часть, которую каждому нужно будет потом перенести уже в практическую плоскость. Всем привет! Сегодня в видео разберем основной секрет успеха в компании Coral Club. Что же, собственно, нужно сделать, чтобы стать мастером? Я же не ошибаюсь, стать мастером ведь это главная мечта новичка в коралловом клубе? Или нет? Ладно, поехали. Конечно, да. Очень часто получаю вопрос в сетевом, что конкретно нужно делать. И от своих новичков в том числе. Хотя вроде рассказываю об этом постоянно. Поэтому решил записать видео, и любой желающий теперь всегда сможет освежить память и установить нужный фокус. В сетевой бизнес каждый из нас приходит за деньгами, но часто люди растрачивают свое время на те вещи, которые к деньгам не ведут. И сегодня я дам вам техническую часть, которую каждому нужно будет потом перенести уже в практическую плоскость. Кстати, на самом деле эту технологию вы можете использовать не только для достижения квалификации мастер в коралловом клубе. Это можно наложить на любые цели и расписать по этапам, по задачам, что нужно делать, чтобы максимально быстро прийти к тому, что вы хотите. Итак, поехали. Ваша глобальная цель на старте – стать мастером. Но чтобы стать генералом, нужно стать для начала солдатом. Солдат в коралловом клубе называется гордым словом «директор». Именно в этой квалификации кроется весь секрет успеха. Я рассчитываю, что здесь все уже ознакомились с маркетинг-планом Coral Club и разбираются в квалификациях и что такое баллы. Если нет, ставьте видео на паузу и сначала ознакомьтесь с маркетинг-планом компании. Ссылочка на видео сейчас вот где-то здесь выше. А потом продолжайте просмотр. Ну а все, кто остался, едем дальше. Итак, наша первая цель – стать жирным директором и получить свои первые 300 баксов. Почему нужно ориентироваться именно на эту сумму и что за приставочка жирная? Если у кого-то есть вопросы, пишите в комментарии, ниже я обязательно отвечу. Итак, прежде чем двигаться к цели, нам необходимо сначала рассмотреть, что влияет на нашу цель. И на самом деле это всего лишь две составляющих. Это объем продаж и это бонусная часть. Бонусная часть – это финансовая выплата, которая рассчитана в маркетинг-плане в качестве процента от объема продаж. Сразу отвечу, что бонусная часть для дистрибьюторов остается константой, то есть она уже рассчитана компанией, и мы с вами на нее повлиять не можем. Поэтому изучите на зубок, что это за циферки, и смело их можете занести себе в голову в отдельный файлик, чтобы всегда смогли им воспользоваться. А вот объем продаж – это переменная, которая целиком и полностью зависит от нас. В нашем конкретном случае для квалификации директор и чеков $300 объем продаж необходимо сделать на 1000 баллов. Теперь давайте посмотрим, что влияет на объем продаж. И здесь, на удивление, достаточно также двух составляющих. Это количество встреч или консультаций, которые нам необходимо провести с нашими потенциальными клиентами или кандидатами, которые узнают о нашем предложении и примут решение включиться к нам в бизнес или купить продукт. И вторая составляющая – это качество встреч или конверсия. То есть какое количество консультаций нам нужно провести, чтобы закрыть определенное количество сделок. Если мы проводим 10 встреч и у нас 10 сделок, то конверсия у нас 100%, следовательно, качество на высоте. Но на самом деле так не бывает. И если у новичка нет опыта продаж, но он хотя бы немножко подтянул матчасть, можно рассчитывать, скажем, на 10% конверсии. Этот показатель также целиком и полностью зависит от нас. Чуть позже я расскажу, как на него повлиять. А теперь давайте вернемся к встречам. Без них у нас нет смысла ни о чем говорить. На количество встреч или консультаций у нас будут влиять также две составляющие. Первое – это какая-то вовлекающая часть, то есть конфетка, на которую к вам захотят прийти. Например, это может быть продающий пост или какой-то лид-магнит, который будет привлекать потенциального кандидата. Либо это продающий скрипт, если вы работаете на исходящем потоке.
Если у вас не будет никакого привлечения, никаких встреч или никаких консультаций не будет. Также нужно понимать, что если у вас, пусть даже самая вкусная конфетка в мире, чтобы об этом узнали как можно больше людей, нам нужно создать трафик. И самый верный способ для серьезного бизнеса – это реклама. Она может быть как платная, так и бесплатная. Ну, кроме тех, конечно, кто работает на исходящем потоке. Там трафик работает от чистоты набора кнопок на телефоне. Теперь, глядя на эту часть, вы наглядно понимаете, какие составляющие влияют у вас на количество встреч. А теперь давайте посмотрим на обратную сторону медали. Достаточно ли организовать поток встреч и молотить без остановки их, чтобы создать необходимый объем продаж? Можно. Но какой ценой? Я часто слышу лозунги в сетевом. Главное количество, а качество само придет. Несомненно. Если тебе 1000 раз дадут лопатой по башке, то в конечном итоге ты не будешь сувать голову куда не надо. А если вы не хотите заморачиваться, если вы действительно такой железный конь, которому проще 1000 раз получить по башке, нежели чем подучить матчасть на старте, смело можете избегать эту половину теханализа. В любом случае, перебирая 1000 людей, вы наткнетесь на своих горячих. А для тех, кто готов перед тем, как лезть в горы, посмотреть, какое нужно туда будет взять оборудование, какая нужна одежда и так далее, вам нужно обратить внимание еще на вот эту половину. Качество проведения встреч. Итак, для того, чтобы нам создать объем продаж в 1000 баллов, нам нужно понимать, сколько людей из проведенных консультаций мы закроем на сделку. Скажу по своему опыту, что средний чек в нормальной структуре составляет примерно 35 баллов. Соответственно, нам нужно закрыть примерно 28 сделок за месяц. Кстати, если вам на встрече сказали, что достаточно 10 человек, вас немножко подкупили. 35 на 10 никак 1000 не получится. Если знаете кого-то, кто закрывает сделку в среднем на 100 баллов, напишите в комментариях, пойду к нему учиться. Значит, нам нужно за месяц закрыть 28 сделок, чтобы выйти на объем продаж 1000 баллов. С конверсией 10%, как для неопытного новичка, соответственно, нам нужно провести 280 встреч в месяц. Это 9 встреч в день. Это дофига. Но можно. А для того, чтобы повысить процент конверсии, вам необходимо подтянуть два показателя. Это навыки продаж. Что это значит? Изучить структуру проведения встречи, выучить скрипты, научиться внедрять триггеры продаж, отработать возражения. И второе – это уровень людей, приходящих к нам на встречу. Вам нужно понимать, что если вы будете проводить встречу человеку, например, который ищет работу или, скажем, которому ничего не надо, его все устраивает, конверсия будет низкой. Но если это люди, скажем, которые за вами следят в соцсетях, смотрят ваши материалы, и когда попадают к вам на консультацию, они ждут от вас предложения, то конверсия будет другая. На эти показатели нам с вами важно влиять, чтобы не быть вот той загнанной лошадью и не проводить день от заката до рассвета за встречами, а то ваш энтузиазм может быстро подтухнуть. Если будете уделять внимание качеству, то действительно можно выйти на 2-4 встречи в день, чтобы получить результат. Но если вы услышали на событии, что достаточно проводить 2 встречи в день и будет результат, это не значит, что эти встречи можно провести некачественно. В таком темпе для цели 1000 баллов вам нужно закрывать каждую вторую встречу. Это математика, чуда не будет. Друзья мои, можно сколько угодно мотивироваться на событиях и рассчитывать, вот я сейчас как дам, вот как дам. Но если вы не будете подходить к сетевому бизнесу как к бизнесу, результат ваш зависит от случайного стечения обстоятельств. И вот теперь возвращаемся к секрету мастера. Как же стать мастером Coral Club? Разберитесь вот с этой схемой. Станьте стабильным директором, который планово в месяц может делать объем продаж 1000 баллов. И осознанно внедрите эту систему своим людям. Начните вместе планировать, оттачивать мастерство. 16 таких партнеров, и вы мастер Coral Club, с чем я вас сердечно и поздравляю. Управляйте своим бизнесом осознанно.
Не растрачивайте свое время на те вещи, которые к результатам не ведут. А на этом у меня сегодня все. Кому был полезен, ставьте палец вверх. И напишите в комментариях, насколько полезно вам было это видео. И на какую тему вы хотели бы, чтобы я еще записал видео. Ну и не забывайте подписываться на канал. Здесь каждую неделю вы сможете получать полезную информацию по продвижению в MLM. Пока!